А также с его помощью вы сможете сделать вот так. Всем привет! Сегодня ко мне на обзор попал беспроводной паяльник, вернее как на обзор, я его купил для того, чтобы им пользоваться. Мне кажется, беспроводные паяльники довольно-таки удобная штука. Тем более сейчас он всего лишь 12 евро стоил. Написано фирма нидерландская, сделано и естественно все это дело в Китае. В комплекте идет сам паяльник, база, поролонка и в общем-то припой. Где может пригодиться данный паяльник? Да практически везде. Там, где розетка далеко, а что-то припаять нужно. Особенно, если там нет света, здесь даже возможно есть подсветка. По крайней мере, где-то я это видел на картинке. Вот здесь. У нас 4-вольтовый 1,5 амперный литий-ионный аккумулятор стоит. Надолго ли его хватит, не знаю. Но вот здесь написано, что после 10 минут он отключается. А нагревается до 450 градусов всего лишь за 25 секунд. Не лучшие показатели, но за свою цену очень-таки неплохо. И если он после 10 минут отключается, то 10 минут он работать хотя бы должен. И если окажется приличным, то запомните модель SGM 1022. Открываем, смотрим и попробуем что-нибудь припаять. Все запечатано, поэтому до меня его никто не тестировал, ничего не паял, а это хорошо. Ну, как-то так печально открывается. Итак, достаем паяльник, инструкция, база, вернее подставка и все. И еще должно быть жало. Жало есть, провод заряда есть, припоя чуть-чуть тоже есть. А где же поролонка? Ай-яй-яй, нарисована поролонка. Поролонки нету. Вот китайцы, как всегда. Хотел было уже вкручивать жало, но для начала давайте оценим качество всего инструмента. Вроде бы все цельное, вроде бы обрезиненное, но ощущение недорогого продукта, конечно, остается. Вот это вот качество отливок пластика, качество отливок прорезиненного пластика, в общем-то, ну такое себе. В хвостовике тут имеем зарядочку, на рабочей поверхности видим резьбу для вкручивания жала и видим два светодиода. У жала два контакта, немножко похож на лампочку. Тык-пык, а фиг вам. Оказывается, включение происходит путем долгого нажатия, после этого красным загорается лампочка и начинает теплеть. Обещают за 25 секунд. Давайте посмотрим сначала инструкцию, а потом засечем, действительно ли 25 секунд хватает для того, чтобы ему полностью прогреться. Если вы когда-нибудь занимались пайкой, то я думаю, вот эта инструкция не совсем вам нужна, потому что, ну, что можно писать про паяльник с одной клавишей? Общие характеристики. Разогрев 25 секунд. Водозащита IP20. Мощность 8 Вт. Не очень мощно, но, естественно, для такого аккумулятора больше и не нужно. Заряжается током от 1000 до 2 мА, то есть зарядка будет около 1 часа. Ну и в общем-то больше ничего интересного нету. Есть у него вот такая вот подставка. Там скорее всего стоит металлический груз, потому что она тяжелая. Она тяжелее, чем сам паяльник и держится хорошо. А это, кстати, для паяльника нужная штука, потому что когда нет нормальной подставки, то не знаешь, куда его положить и кто после этого об него обожжется. Итак, есть припой, есть паяльник, есть секундомер. Засекаем 25 секунд. Через 25 секунд припой должен легко расплавиться. Уже хочу паять, уже хочу паять. Кстати, держать довольно-таки удобно. Он, конечно, побольше, чем стандартный паяльник. Кстати, 24-25. Да, паяет. 25 секунд он разогревается до состояния, при котором он расплавляет вот это вот олово. И вот он индикатор. Можно не ждать 25 секунд, а смотреть по индикатору. Индикатор зеленый, можно паять. Индикатор не зеленый, паять не можно. «25 секунд, на мой взгляд, это отличное время. И в чем же преимущество данного паяльника? Во-первых, вот здесь вот практически нету доступной розетки. То есть, да, можно взять удлинитель, но если у вас нет удлинителя, а нужно что-то припаять, вот такая вот приспособа таки может вас выручить. И теперь есть довольно простое, но довольно ответственное занятие. Сейчас покажу. У нас есть детская игрушка. Это экскаватор, у которого оторвался один провод от динамика. И второй провод был заведен на выключатель, но что-то там в нем накрылось, поэтому мы его включим на постоянной основе. Это ни на что не влияет, все равно он включается нажатием на эту голову. Нам нужно припаять всего лишь два провода, проверим, насколько просто это сделать. Один провод мы запаиваем вот на этот крайний контакт, если я не ошибаюсь.
Отлично. Следующий провод мы запаяем на динамик. Если я что-то делаю не так, поправьте. Я паянием занимаюсь редко. Остается припаять один провод и проверить, заработает или нет. Уровень паяния у меня джедайский, поэтому не обращайте внимания. Проверяем. Для несложных задач отличное решение. Для меня он перекрывает полностью потребность в паяльнике. То есть, если мне где-то что-то нужно припаять, я просто беру данный паяльник и неважно, где находится эта вещь, дома, не дома, в машине, припаиваю, отпаиваю. Любое действие, скажем, которое я бы сделал с проводным, я могу сделать вот с таким беспроводным. Поэтому это не реклама, а просто личное мнение, что вещь довольно-таки удобная. Тем более он идет на литиевом аккумуляторе и практически всегда готов к работе. И даже в темное время суток. Есть пару светодиодов. Паяльник от фирмы Ferm я категорически рекомендую. За его цену недостатков я в нем не нашел. А также с его помощью вы сможете сделать вот так.